Рада приветствовать всех на канале. Сегодня наш разговор будет о фаленопсисах. Это самая, пожалуй, распространенная орхидея и самая легкая в уходе. Я их очень люблю, у меня их около 40 штук. Сегодня начнем с самого основного: пересадка после покупки и основной уход. Последние несколько лет в продаже можно встретить вот такие микрофаленопсисы в малюсеньких стаканчиках. Посажены они вот в такую массу, такой плотный стаканчик. Я даже не знаю толком, из чего он сделан. Похоже на коко-грунт спрессованный. Обязательно рекомендую убирать этот стаканчик, удалять этот грунт полностью. Он плотно охватывает корни и очень влагоемок. Он очень много впитывает воды. Растение, которое вы видите на экране, я только что купила. И вот в таком переувлажненном состоянии находятся корни. Если недолго они будут находиться в таком состоянии и в относительно теплой среде, то ничего страшного с корнями не случится. Но если мы поставим такое растение на прохладный подоконник или застудим его во время перевозки из магазина домой, то избежать загнивания корешков практически не удастся. Гнилых корешков не обнаружила, все более-менее нормально, поэтому посадку произвожу сразу. Сажаю в обычную кору. Перед этим ее обработала кипятком, для того, чтобы она увлажнилась. Сажаю растение таким образом, чтобы начало роста листьев, чтобы все листочки, начало всех листьев я видела над корой, чтобы они не оказались закопанными. Это самое уязвимое место, подверженное загниванию при, например, переувлажнении. Вот еще один фаленопсис, куплен тоже сейчас. Здесь корешки почти абсолютно сухие. Уже стали белесые, не зеленые. И так мне нравится больше. Потому что при переохлаждении в магазине или во время перевозки с корнями, с такими сухими, ничего не случится. И здесь, я думаю, гнилых корешков я не увижу стопроцентно. Под слоем коры тоже мы видим такой же стаканчик. Он абсолютно сухой, и я его тоже уберу. Не все так однозначно, и этот стаканчик можно даже и не убирать в том случае, если вы, как и я, очень редко поливаете растения. Если оно у вас будет находиться почти постоянно в полусухом состоянии, полив будет редкий и относительно скудный, и только нижняя часть горшочка будет поливаться, то в принципе можно и оставить этот стаканчик. Но и в том случае, если у вас не будет стоять на подоконнике орхидея. Если она будет стоять внутри комнаты, там будет тепло, то, пожалуйста, можете стаканчик этот и оставить. У меня как раз такие условия, и я бы, в принципе, могла не убирать этот стаканчик, но убираю всегда, потому что хочу убедиться, что там внутри нет гнилых корешков. И так мне проще. Так я могу поливать, не боясь, что там возникнет переувлажнение, переохлаждение и прочее. При пересадке убираем только полностью сухие корешки. Пустые сухие корешки, их сразу видно. Если вы сомневаетесь, живой корешок или сухой, то лучше его оставьте. То, что обрезаем, обрезаем только по мертвой ткани, подсохшей. По живой ткани ничего не режу. Посадила растение в ту же кору, руководствуясь тем же принципом, не заглублять. Обязательно подписываю год покупки и название или хотя бы описание. Для тех, кто любит поливать свои цветы и вообще все растения, страдает от того, что иногда их заливает. У меня наоборот другая проблема. Я часто растения пересушиваю и засушиваю вообще. Так вот, для тех, кто любит поливать, рекомендую посадить не в кору, а в чистый керамзит. Это тот случай, когда влагу долго удержать в корнях невозможно. Он очень быстро высыхает. Вот еще одно растение. Здесь много сухих корешков. Тоже стаканчик. Здесь все сухо и тоже гнили быть не должно. Я своими глазами однажды видела, как продавщица в магазине в садовом центре поливала фаленопсисы, погрузив их чуть ли не до половины растения в воду, и оставляла их в ведре, но минут на 20 точно каждое растение. Причем в магазине было относительно холодно. Ну а потом бедные покупатели заламывают руки и
думают, что же они сделали не так, почему корни растения начали гнить. И поэтому, если вы принесете домой такое политое, залитое растение переувлажненное и быстро уберете эту подушку, то будет большой шанс его спасти. Здесь тоже все сухо, гнили никакой нет, все чисто, все хорошо. Фаленопсисы не требовательны к солнечному свету, поэтому основную часть года они у меня находятся на северном окне. И только во время цветения я их переставляю вглубь комнаты, на столы, на стеллажи, на стойки, где я могу любоваться их цветением, где их хорошо видно. Вот такие сухие кончики можно отстричь, но не до здоровой ткани. Режем только по сухому. Вот высота горшочка, и только вот эта часть будет поливаться. То есть до верха вода доходить не будет. Кора там не будет мокрой никогда. Поэтому я, в принципе, горшочек могла бы и оставить, этот не удалять. Но, тем не менее, я его удаляю, чтобы убедиться, что еще до покупки там не началась какая-нибудь гниль. Сухие бутончики тоже убираю. В этот горшочек растение не помещается, поэтому возьму побольше, чтобы корневая система спокойно могла там разместиться. Это растение буду сажать в керамзит. Я его просто промыла обычной водой. Смешаю его с корой, в которой росло растение. Горшочек побольше, поэтому мне нужно и грунта тоже вдвое больше. Размещаю растения в горшочке, расправляю корешки, если нужно, и засыпаю по ложечке грунтом. Время от времени по горшочку постукиваю, чтобы грунт провалился между корешками. Ни одно из растений, пересаженных сегодня, поливать я не буду. Где-то недельку они обойдутся без полива. Здесь керамзит влажный, в первом случае корни очень хорошо увлажнены. После покупки тщательно осматриваю и листочки, и цветочки, потому что можем встретить вот таких незваных гостей. Это мучнистый червец. Поэтому первые дни растения не ставим к своим уже имеющимся. Несколько дней они должны постоять отдельно на карантине. Сейчас даже лупа не нужна для этого. У всех у нас есть смартфоны, камеры с увеличением, и мы можем разглядеть каждую деталь цветка не только на предмет вредителей, обнаружения их, но и можем рассмотреть, как удивительно устроены цветы. Ватную палочку предварительно смачиваю либо в спиртовом растворе в водке, либо в мыльном. Здесь поселилась целая семейка вредителей. Обязательно осматриваю каждый день, несколько дней подряд, потому что сначала вредителей может быть не видно, но потом они вылезут из своих укромных местечек. Все подозрительные места обрабатываю. Тщательно осматриваем все растение, пазухи бутонов, листьев, все выступы, все укромные уголки, в которых может спрятаться вредитель. Кроме удаления видимых вредителей, обязательно провожу обработку Актарой. Актара продается в упаковках по 4 грамма. Я делю сразу на упаковочке по 1 грамму. Это на 10 литров воды. И дальше уже по обстоятельствам. Сегодня заодно буду обрабатывать вот этот фаленопсис фронтера, потому что на листьях появились какие-то подозрительные липкие пятна. Развожу полграмма Актары примерно в 3 литрах воды. Сначала препарат нужно растворить в небольшом количестве воды и затем уже добавить остальную. Буду
обрабатывать точно так же, как если бы я просто поливала фаленопсис. Опускаю в воду горшочек примерно на 1/3 или наполовину всей высоты и держу примерно 1-2 минуты. Верхняя часть грунта остается сухой. Она увлажнится за счет того, что вода с нижних слоев будет испаряться, поднимаясь вверх. Поэтому верхние корешки, верхняя часть грунта получат влагу оттуда. Вот так выглядит фаленопсис до полива. Корешки почти белые, кора абсолютно сухая. До этого времени, пока корни не станут выглядеть таким образом, я растение не поливаю. И вот растение после полива. 1-2 минуты оно находится в воде. Корешки становятся ярко-зелеными, кора влажная. И вот уровень, до которого я поливаю. В следующем видео относительно фаленопсисов покажу пересадку вот этого растения. Ему уже лет 7. Вот такой длинный ствол. Вроде все сказала из основного. Если что-то вдруг не сказала, упустила или у кого-то вопросы дополнительные возникли, задавайте их в комментариях. В следующем видео постараюсь на них ответить. И на сегодня на этом все. Всем всего наилучшего, отличного настроения, здоровья и до новых встреч на канале. Пока!